Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, есть на моем канале. Решение поделиться сценами съемок нового сезона Виолы, закрыть съемочную площадку. Фанату, опубликовавшему эту сцену, было сложно дозвониться. Он сам стал причиной такого поведения, позволив местным фанатам стать одержимыми и вторгнуться в его личное пространство. Должно быть утомительно осознавать, что опубликованное фото или видео усилит их гнев и презрение и приведет к обвинению в вашей лояльности. Я понимаю этику сюжета, но одержимые фанаты думают, что им он нравится. Этическая сторона ситуации еще даже не находится в поле зрения или на стадии обдумывания. Не поймите меня неправильно, мне нравится смотреть на красивого мужчину, но не его личность заставляет вас влюбиться в него, когда вы видите его на экране. Я не фанат его курения, употребления алкоголя и поведения в баре. Мне нравятся его обучающие видео, его дисциплина выдающаяся, и я ему огромное спасибо за создание, это невероятное дело. Я делаю пожертвования и даже не живу в Европе. Я с вами согласен, что он не ездил в Венецию и не имеет никакого отношения к Демет. Получение этой награды только заставит его гордиться своим другом и соотечественником. Если они оба будут там одновременно, это только улучшит их карьеру. Он исправил бы надпись на кружке. Я думаю, что его отсутствие как-то связано с его текущим проектом. Я, например, не видел особого ажиотажа вокруг Франчески или Виолы. Кроме того, в вашем комментарии об этом вообще не говорилось. Именно публика во всем мире привлекает Виолу, а не Франческу. Прошел прошлый год, пройдет и этот, что также подогрело его желание снова увидеть его и Демет вместе. Это всего лишь мое мнение. Не поймите меня неправильно, я фанат Демет и Джана. Они оба выросли профессионально на глазах у всех нас. Жду ваших проектов в новом сезоне. Привет, друзья! Мне хотелось поговорить о последних событиях с фанатами, которые поделились сценами со съемок нового сезона Виолы. Конечно, у меня есть личные мысли, и я хочу поделиться ими с вами. Во-первых, я думаю, Виоле сложно отругать фаната, выложившего эту сцену. Я думаю, что к такому поведению следует относиться более позитивно, а не закрывать съемочную площадку. Но важно также понять причины этого явления. Я думаю, что Виола позволяет местным фанатам стать одержимыми и вторгнуться в их личное пространство. Знать, что опубликованное изображение или видео может вызвать гнев и презрение, может быть утомительно. Я понимаю этику этой темы, но одержимые фанаты думают, что они влюблены в нее и видят этические мыслительные процессы, которые не находятся на радаре. Должен отметить, что, как и я не являюсь поклонником курения, употребления спиртного и поведения Виолы в барах. Но я ценю ваши обучающие видео и дисциплину. Пожертвование также является отличным способом поддержать их работу по великому делу. Я даже не думаю, что тот факт, что Демет не была в Венеции, имеет к этому какое-то отношение. Получение этой награды станет только предметом гордости для ваших друзей и соотечественников. Их карьере помогло бы, если бы они оба были там одновременно. Я думаю, им тоже нужно исправить орфографические ошибки. Я думаю, отсутствие Виолы как-то связано с ее текущим проектом. Я не заметил особого ажиотажа вокруг Франчески или Виолы. Мировая аудитория Виолы отличается от аудитории Франчески. В прошлом году Виола затмила его и сделает то же самое в этом году. В то же время возрастало волнение тех, кто хотел снова увидеть его с Демет. Это всего лишь мое личное мнение. В заключение хочу сказать, что я фанат и Демет, и Джана, и они оба выросли в профессиональном плане. С нетерпением жду проектов нового сезона. Хорошего дня!
Но я не хочу идти туда и говорить о сиянии, я наблюдал факты и понимаю позиционирование, но люди, которые используют саркастический язык или предельно прямолинейны, создают сомнения, потому что большинство не понимают контекста, и это случается и играет на письмо. Многие говорят, что у него должна быть пресс-служба, но у него ее нет. Хоть этот аксессуар и создал несуществующую знаменитость, все сказанное и опубликованное подвергается десяткам доработок, артиста нет. На самом деле он роботизированное существо, чего нельзя сказать о Джане. Саркастичный, юморной и очень честный. Поэтому для тех, кто не знал его или не был рядом с ним в течение многих лет, категоризация его буквально одним предложением вызывает подозрение и ненависть. В Турции не понимают сарказма и иронии, потому что в мире есть такие страны, как Италия и Бразилия, где мы очень часто используем сарказм, скажем, в этой ноте есть ирония, или скажем, эта нота верная и ты. Это означало, что если бы она пошла на это мероприятие, фанаты Демет начали бы оскорблять Хлеми и Джана, а не Джана, или фанаты Члеми начали бы оскорблять фанатов Демет и Кандема, Хлеми и всех фанатов обеих сторон. Тогда начнется настоящая фанатская война, в ходе которой обе стороны начнут оскорблять и Члеми, и Дамета, они не смогут ощутить радость от наград, и их блеск померкнет. Уже были признаки того, что это произойдет еще до мероприятия, поэтому Джан косвенно все объяснил и попросил фанатов не волноваться, намекая, что это было его решение не идти на фестиваль, и он был прав. Не знаю, как я объяснила, но я попыталась. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.